Всем привет! Вот уже весна, вышло солнце и уже не хочется сидеть дома целыми днями. В моем детстве все делали луки, самострелы и много чего интересного и опасного. И у каждого из нас были рогатки, из которых мы стреляли камнями или скобами. А после того, как я увидел в ютубе рыбалку с рогаткой, мне сразу же захотелось такую же себе. Но конечно же уже рогатки не те, которые были когда-то. Сейчас недорого можно купить рогатку посерьезнее, с продуманной эргономикой и очень мощную. Сделаем обзор на такую рогатку и проведем тест на пробитие, немного с ней постреляв. Поехали! Рогатку покупал на Алиэкспрессе, и она пришла ко мне в разобранном виде. Здесь у нас рукоятка с кожаным упором, рогач, в который одеваются тяги, две тяги, одна с двойной резинкой, а другая с тройной, которая гораздо мощнее. И еще в комплекте два шестигранника, чтобы собрать нашу рогатку. Рогатка полностью из металла, так что я не переживаю, что она у меня сломается. Снизу находится упор для руки, для точной и удобной стрельбы. А еще на кожаном упоре находятся два магнита, которые отлично удерживают металлические гайки и шарики. И без упора я не рекомендую покупать охотничью рогатку. Положение упора фиксируется вот таким упором на самой рукоятке. Все выглядит надежно и добротно. На Алиэкспрессе есть такие же рогатки из пластика. Не знаю, насколько они надежны и не сломаются ли они. Читайте внимательно описание, чтобы случайно не купить рогатку из пластика. Или переходи и заказывай по ссылке в описании. Давайте соберем нашу рогатку. Откручиваем винт сверху и одеваем рогач. Плотно фиксируем шестигранником. Снизу находится еще один винт, который нужно также дотянуть. Какую же одеть тягу? Нет, тройную, думаю, для начала не буду одевать. Оденем тягу с двойной резиной. На конце резины находятся шарики, которые фиксируют тяги. Тяги одеваются легко, никаких сложностей не должно быть. И стрелять мы сегодня будем вот такими 4 и 7 миллиметровыми металлическими шариками. А если нет шариков, не беда, можно стрелять по старинке вот такими гайками. Будет очень интересно, на что способна наша рогатка. Выезжаем за город, так как в жилом районе опасно стрелять из такого оружия. Эта полянка нам идеально подойдет для стрельбы. Для начала возьмем большую цель, чтобы пристреляться. Коробка с-под пиццы отлично подойдет. Нарисуем цель. И установим ее. Отойдем метров на 10. Такая дистанция, думаю, будет в самый раз. Попробуем пострелять такими 4 миллиметровыми шариками. Первый выстрел мимо. Но уже со второго раза было попадание по самой коробке. Возьмем 7 миллиметровые шарики. Те слишком маленькие и плохо видно место попадания. Последующие выстрелы попадали в коробку. Видимо, навыки с детства остались, и через примерно 10 выстрелов стало получаться попадать не только по коробке, но и в цель. Рогатка без проблем пробила коробку от пиццы насквозь. Давайте возьмем цель потолще.
например, 3-сантиметровый лист пенопласта. Нарисуем цель. Эх, да, я тоже не люблю этот звук. Разместим цель и также отойдем на 10 метров. И да, 3-сантиметровый лист пенопласта также на вылет. А что будет, если взять гайки и ними пострелять? Давайте проверим. Так выглядит место пробития шариком, а вот так гайкой. При выстреле гайкой пенопласт разлетается в разные стороны. Да, гайками намного круче стрелять. Трехсантиметровый лист пенопласта рогатка пробивает без проблем. И здесь отчетливо видно пробитие от гайки и шариков. А пробьет ли наша рогатка яблоко? Давайте проверим. Немного подойдем на метров 6. Боюсь, с 10 метров я в такую цель не попаду. Первый выстрел, и шарик попал в пенек, на котором стоит яблоко, и отрикошетил прямо ко мне. После выстрела осталась вот такая в нем вмятина. Одеваем защитные очки и не забываем о безопасности. Также отнесем камеру на безопасное расстояние. Вторая попытка и... Вау, шарик пролетел сквозь яблоко на вылет, не сдвинув его даже с места. Попробуем стрельнуть гайкой. Посмотрим, что получится. Эх, жаль, что гайка пролетела, лишь зацепив яблоко. Гайка просто сбрила кожу. Но пробьет ли наша рогатка банку из алюминия? Ставим на возвышенность и идем стрелять. Эх, только зацепил. И все содержимое начало выливаться. Стреляем еще раз. Да, в этот раз попадание было в верхнюю часть банки, и шарик прошел на вылет. У нас была еще одна банка. Давайте и ее также уничтожим. А сейчас возьмем для цели вот такую керамическую тарелку. Справится ли рогатка с такой задачей? И да, тарелка разлетелась на части. А само место попадания, смотри, как отчетливо видно. И эта рогатка с двойной резинкой. А на что тогда способна рогатка с тройной резинкой? Предлагай в комментарии, во что пострелять в следующем видео, чтобы проверить реальную мощность этой рогатки. Также очень будет интересно пострелять металлическими стрелами, которые используются для охоты на рыбу. А для рыбалки уже приехали некоторые части, но еще не все. А если тебе понравилось видео в таком формате и хочешь продолжения, пиши, ставь лайк и смотри другие мои видео. Например, обзор на Honor Band 6 или Mi Band 6. А также и другие интересные видео. Впереди много чего интересного. До скорой встречи, друзья. Пока.